В 2000 году компания Siemens представила первый телефон, входящий в новую линейку начального уровня. Простой и надежный Siemens A35 сделал мобильную связь более доступной, из-за чего пользовался огромной популярностью у широкого круга покупателей. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла примерно 2500 рублей. Он выпускался в нескольких цветах, но в России официально продавался только в темно-синем. Также предлагалось несколько вариантов пластиковых вставок вокруг экрана. Высота устройства почти 12 см, ширина примерно 4,5 см, вес 122 грамма, толщина телефона чуть менее 3 см. Дисплей монохромный, его разрешение 84 на 48 точек. На нем помещается 2 строчки текста и 1 строка с иконками. Заявленное время работы от никель-металлгидридного аккумулятора на 600 мАч до 6 суток в режиме ожидания и 4 часов в режиме разговора. Разъем для зарядки располагается снизу. Сверху отверстие под специальный пластиковый ключ для быстрой замены передней панели. Рядом внешняя антенна, по высоте увеличивающая габариты устройства примерно на 1,5 см. Дисплей и клавиатура имеют подсветку зеленого цвета. Прорезиненные клавиши довольно высокие, что делает клавиатуру удобной даже при использовании телефона в чехле. Русской раскладки у телефонов Siemens A35 никогда не было. Впрочем, она здесь ни к чему. Ведь несмотря на локализованное меню, ввод кириллических символов невозможен. В меню каждый из 7 пунктов располагается на отдельном экране. При поступлении новых сообщений или пропущенных вызовов появляется еще один пункт «События», а сверху всплывает соответствующая иконка, одинаковая для любых оповещений. И хотя для пропущенных вызовов и входящих СМС уже есть отдельные разделы, через меню «События» просматривать все уведомления значительно удобнее. К телефонной книге можно перейти не только из меню, но и при нажатии любой навигационной клавиши. Для хранения номеров используется только память сим-карты. Длина имени каждого контакта не может превышать 16 символов. Имеется отдельный раздел для записи собственного номера и возможность быстрого вызова избранных контактов. СМС-сообщение может содержать до 160 латинских символов. Для ввода знаков препинания используются 3 нижние клавиши, каждая из которых настроена на ввод разных символов. То есть, чтобы добавить простой текстовый смайлик, необходимо сначала найти двоеточие, нажимая 0, а затем и скобку, скрывающуюся за звездочкой. Единица используется для ввода пробела или знака валюты. Также в меню опций есть пункт для перехода на новую строку. Это действие отмечается характерным символом в поле ввода. К сообщению можно прикрепить номер любого контакта из телефонной книги, а если входящий СМС содержит какой-либо номер, его можно сразу же набрать или добавить в справочник. Хранятся сообщения тоже на сим-карте. Сигнал о принятом СМС довольно резкий, его поменять нельзя. А вот в качестве сигнала вызова может быть выбрана одна из 15 стандартных мелодий. Добавление новых сигналов или создание собственных невозможно. Вибросигнал отсутствует. Вместо него можно установить короткий гудок. Громкость сигнала регулируется в пределах 4 ступеней и может увеличиваться постепенно. Нажатия клавиш тоже могут сопровождаться звуковым откликом, тональным или щелчками. Речевые сообщения, поддерживаемые устройством, выполняют функцию автоответчика. Для его использования необходимо было получить у оператора связи номер личного почтового ящика, на который будет переадресован абонент, если телефон выключен или линия занята. Уведомление о поступившем речевом сообщении появится в меню «События». В разделе «Настройки» можно переключить язык устройства, установить время и дату, настроить переадресацию вызовов и включить автоматический прием звонка в автомобиле при наличии в нем специального комплекта. Siemens A35 обеспечивает высокое качество приема связи и обладает громким разговорным динамиком. Но несмотря на отсутствие широких возможностей, стоимость телефона была довольно высокой и несоизмеримой с его характеристиками. Так, например, предыдущая модель Siemens C25 еще некоторое время оставалась в продаже и была доступна по той же цене. Она не имела часов, но обладала большим экраном при тех же габаритах, внутренней памятью на 8 номеров и возможностью создания собственной мелодии. Сопоставимые по цене телефоны Ericsson обладали будильником,
а устаревшие и габаритные модели Motorola – диктофоном. Все они также имели внутреннюю память для телефонной книги. Однако компания Siemens успела положительно себя зарекомендовать, поэтому A35 пользовался большим спросом. К тому же была выпущена еще одна похожая модель A36 с установленным вибросигналом и без возможности замены панели вокруг экрана. А следующая модель в линейке Siemens A50 стала не только доступной, но и функциональной.